Сегодня мы с вами протестируем новый индикатор, который не так давно нам удалось разработать. Посмотрим, что у нас получится по итогу. Поторгуем вместе с ребятами в закрытой группе в Телеграме и посмотрим, что по итогу получится. Досматривать данный видеоролик до конца, будет много полезной и, самое важное, интересной информации. Поехали! Ну а перед началом данного видео, если ты хочешь обучаться и зарабатывать вместе с моей командой, где мы ежедневно обучаемся с демонстрацией экрана, торгуем, используя разные инструменты и пытаемся заработать, пиши в открытую группу ВКонтакте, либо же в личные сообщения в Телеграме. Все ссылочки ты найдешь в описании под данным видеороликом. Хочу учиться, и я тебя обязательно добавлю. Также хотел бы рассказать вам о разгонах депозита на таких брокерах, как Alim Trade и Binarium. К сожалению, только два этих брокера сейчас мы берем на разгон именно аккаунты. Давайте посмотрим по сделкам. Вот данный человек, именно наши сделки, вот сделки по данному аккаунту, обратите внимание, то есть 62, точнее 77 долларов плюс 62 доллара. Ну, в общем, в принципе, 5 сделок, практически ва-банками, грубо говоря, но в итоге человек зарабатывает плюс около 300 долларов и все это успешно выводит. То есть такие брокеры, если у вас остались счета на брокере Alim Trade, либо же Binarium, соответственно, либо они старые, либо минусовые, вы можете их, соответственно, все это отбить и вывести вашу прибыль. Давайте посмотрим по операциям. У данного человека есть минус на данном аккаунте, соответственно, видите, да, сколько у него пополнений, данный аккаунт будет дальше работать. И вот последнее как раз таки пополнение, обратите внимание, на 150 долларов у него было. Далее он вывел все свои изначальные деньги, то есть 150 долларов, которые он вложил, и выплата в чистой прибыли в 227 долларов на электронный кошелек, то есть данный, и плюс у него еще на депозите осталось 104 доллара, да, 7600 рублей, что довольно неплохо. Данный аккаунт будет работать дальше, у меня есть еще несколько аккаунтов на Alim Trade, поэтому если у вас есть возможность зарегистрироваться, кстати, по поводу Alim Trade мы берем даже новые аккаунты, потому как Alim благо не банит. И также по брокеру Binarium я также выкладывал это в открытую группу в своем Телеграме. Обратите внимание, мы работаем именно с Binarium, у нас около 10-15 аккаунтов, где приходится торговать вручную, так как вы все знаете, я думаю, данный брокер не славится своей честностью и открытостью, но в любом случае с данного брокера можно выводить деньги, если мы торгуем как раз таки вручную. Обратите внимание, вот, то есть человек дал нам, грубо говоря, месяц назад свой аккаунт, и сколько выводов мы уже успешно сделали. То есть обратите внимание, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 выводов, суммарно где-то по 100-150 долларов, то есть обратите внимание, вот все выплаты. Пополнение данного человека было на 100 долларов, к сожалению, я не могу зайти на его аккаунт с данного компьютера, то есть с моего компьютера. Почему? Потому что если же я зайду на аккаунт, думаю, все вы прекрасно знаете, опять же повторюсь, Binarium не совсем славится своей открытостью и честностью, поэтому дабы не допускать лишних, скажем так, ошибок и чтобы аккаунт не заблокировали, соответственно, приходится использовать VPN-серверы. Но в любом случае аккаунты разгоняются, хоть и вручную, обратите внимание, опять же, посмотрите по сделкам, то есть мы заключаем сделки по 3, 5, 7 долларов, грубо говоря, то есть без мартингейла и так далее, чтобы, опять же, брокер минимизировать риски бана, но в любом случае аккаунты разгоняются, люди также выводят. Поэтому еще раз повторюсь, ребята, если у вас есть такие брокеры, такие аккаунты, как на брокерах Binarium, либо Alim Trade, на Олимпе подойдут новые аккаунты, на Binarium же аккаунты либо старые, либо минусовые, то есть если у вас есть старый аккаунт, где вы, скажем, там условно заливались немножко, но в любом случае торговали, можете его также присылать. Либо же минусовой аккаунт, где вы сливали свои деньги, мы поможем вам их отбить. Если у вас есть такие аккаунты на брокере Binarium или Alim, пишите мне либо Alim Trade в личные сообщения, либо ВКонтакте, в группу ВКонтакте, либо же брокер Binarium, соответственно, я скину вам все необходимые условия. Также подписывайтесь на мою открытую группу в Телеграме, где ежедневно как раз таки я публикую все новости касаемо брокеров, касаемо разгонов. Допустим, у нас неделю назад мы разгоняли такой брокер, как Quotex. К сожалению, низкий процент по данному брокеру, и мы пока приостановили работу, но в любом случае обратите внимание, сколько человек с нами поучаствовало. То есть вот вам скриншоты, я могу все это, я показывал это в предыдущих видеороликах, все аккаунты, обратите внимание, то есть насколько были разгоны, сколько нам удалось разогнать, все люди вывели до единого. Вот по поводу брокера Quotex, все до копейки вывел данный брокер, с учетом того, что даже мы работали при помощи систем, при помощи маркетмейкеров, где мы продавливали
цену, то есть вот происходит вот такое вот движение. В момент, когда вот это движение происходит, нам заранее оповещают о этом движении, соответственно, мы на этом зарабатываем. То есть все это довольно круто, довольно прикольно, поэтому если ты хочешь следить за новостями, следить за разгонами, обязательно подписывайся на мою открытую группу в Телеграме. Тут же также публикуется статистика с моей торговли с ребятами, то есть здесь ежедневно как раз таки публикуется торговля с закрытой группы, поэтому еще раз повторюсь, подписывайся на мою открытую группу в Телеграме, чтобы следить за всеми новостями. Итак, до начала нашей торговли с закрытой группе с ребятами я уже заключил сделочку по австралийцу швейцарскому франку, обратите внимание, и удачно сделочка закрывается плюсом, у нас осталось менее 3 секунд, сделка закрывается плюсом. Мы с вами словили движение и сейчас будем как раз таки анализировать и использовать технический анализ своей торговли, использовать индикаторы и смотреть, что будет по итогу получаться, какие сессии, какие сделки у нас будет удаваться заключать. Итак, довольно интересная ситуация по фунту-доллару. Обратите внимание, я уже посматриваю на данную валютную пару, но перед тем, как опять же обратить внимание на данный индикатор, давайте посмотрим, что у нас вообще по техническому анализу. Во-первых, мы видим явная тенденция цены на повышение, то есть у нас заточено движение цены на повышение. Далее мы с вами видим, вот здесь у нас образование нескольких паттернов, да, то есть фигур поглощения, но цена у нас как раз таки в данном моменте начинают ее откупать на повышение, то есть на продолжение движения по тенденции. Если мы с вами как раз таки посмотрим и проведем линии поддержки и сопротивления, именно зоны поддержки и сопротивления по телу и тени свечи, то мы с вами увидим, да, вот она первая зона поддержки в данном случае, в предыдущем моменте зона сопротивления, то есть у нас произошло отталкивание от данной зоны, но при этом у нас попробовали обновить минимум, да, то есть цена попробовала обновить минимум. Далее резкое движение, импульсное движение цены на повышение, небольшая корректировка у уровня сопротивления и истинное пробитие данного уровня. Опять же, далее смотрите, обратите внимание, у нас происходит еще один ретест предыдущей зоны, то есть мы предыдущую зону можем уже выставить по вот этому телу и тени свечи, по вот этому накоплению. Обратите внимание, цена у нас проретестила данный уровень и начинают выкупать цену опять же на повышение. Но в этот же момент обратите внимание на 3 вот этих вот индикатора, тут задействовано 3 индикатора, и в совокупности они дают довольно неплохой процент по статистике. Опять же, мы это все тестируем, работаем и смотрим, что у нас в итоге получается. Итак, смотрите, обратите внимание, М1, М5, М15, М30, H1 и H4, то есть здесь довольно много таймфреймов, и во всех этих таймфреймах нам индикаторы указывают на движение цены на повышение или же на движение цены на понижение. В данном случае, смотрите, все 3 индикатора у нас зеленый, то есть М1, М5, да, в единственный момент вот здесь как раз таки у нас индикатор оранжевый, это указывает на то, что как раз таки может образоваться флетовое накопление в данном моменте, да, то есть цена переходит как раз таки в фазу флетового накопления, но в данном случае это не столь важно. Почему? Потому что мы видим, да, что у нас верхняя зона сопротивления находится вот в этой области, и цена как минимум, если даже мы будем переходить во фазу флетового накопления, мы можем вот как раз таки отметить вот эту зону, и цена как минимум должна как раз таки к этой зоне прийти еще раз. Поэтому на данный индикатор я не обращаю столь большого внимания. У меня вот, обратите внимание, опять же, М1, М1, М1 на всех 3 индикаторах зеленый, то есть это указывает на движение цены на повышение. М5 хоть и есть один оранжевый квадратик, но не столь важно, опять же повторюсь, мы все-таки ожидаем движения цены на повышение. Соответственно, я, забирая данные движения, давайте посмотрим, что у нас получится по итогу. Даю также сигнал в закрытую группу в Телеграме ребятам. Давайте уберу все лишнее и опять же приступим к дальнейшему просмотру данного видеоролика. По итогу я также включаюсь, объясняю, и мы продолжаем нашу торговую сессию. Итак, остается менее 1 секунды. Обратите внимание, у нас происходит некое импульсное движение, далее коррекционное движение опять же вниз. Как мы и увидели с вами, у нас происходит флетовое накопление, то есть рынок переходит в фазу флетовых накоплений. И сейчас мы как раз таки видим, да, отчетливо видим, как цена действительно переходит в фазу флетовых накоплений. Но не столь важно, мы главное сделочку забрали плюсом, отправил ребятам в закрытую группу то, что у меня плюс, и соответственно продолжаю поиск валютных пар. Смотрю по ситуациям. Давайте смотреть, как только ситуация появится, я также включаюсь и мы все это анализируем.
Итак, довольно интересная ситуация тоже по ГБП канадцу. Обратите внимание, вот мы с вами здесь видим отчетливо, да, у нас как раз таки как минимум 3 индикатора срабатывают, и все зеленые квадратики как раз таки зеленые. То есть, обратите внимание, это указывает на движение цены на повышение. Данный индикатор более подробно будет описан в моей закрытой группе. Также я его скину для доступа всем ребятам, они смогут его скачать и, соответственно, сами его использовать. Еще раз, если вы хотите данный индикатор получить и также торговать и обучаться вместе с нами в закрытой группе в Телеграме, где ежедневно проходят трансляции, обучение и так далее, вы можете написать мне в открытую группу ВКонтакте, либо же в личные сообщения в Телеграме «Хочу учиться». Итак, опять же, смотрите, смотрим тенденция цены заточена на повышение. Давайте посмотрим по минимумам и максимумам, то есть вот ближайший максимум, предыдущий максимум цены, где мы как раз таки произошла остановка, коррекционное движение до уровня поддержки, до локального уровня поддержки, и соответственно движение цены на повышение импульсным с появлением пин-бара молот, как раз таки, да, указывающий на движение цены на повышение. Пробиваем данный уровень истины, да, то есть мы видим свечу, она у нас практически вся полная, небольшое коррекционное движение, то есть опять же обновление, скорее всего обновление в данном случае максимума, но вот здесь формируется как раз таки накопление. Дальше обратите внимание, коррекционное движение цены вниз, опять же образование паттерна молот. И если мы с вами посмотрим по истории, то мы с вами увидим ситуацию. Да, у нас зеленая свеча, пробитие, опять же коррекционное движение, пробитие и коррекционное движение. То есть я сейчас предполагаю, что будет именно точно такая же ситуация. Будет пробитие, коррекционное движение и обратное движение цены на повышение. Но в данном случае вот она у нас образовалась, вот эта свеча. Она у нас только буквально открылась, у нас есть большая тень свечи. Но я все-таки предполагаю, что закрытие данной свечи будет выше данного уровня, и соответственно также даю сигнал на повышение временем экспирации до закрытия 5-минутной свечи. Давайте смотреть, также по итогу я включаюсь и посмотрим, что у нас получилось. По итогу, обратите внимание, тоже небольшое флетовое накопление, но в итоге мы забираем плюсовую ситуацию, цену все-таки выталкивают на повышение. Мы с вами явно увидели тенденцию, явно увидели движение цены, как у нас обновляются минимумы и максимумы, ну и соответственно взяли сделку по тенденции, опять же по тренду. Забрали плюс, давайте анализировать дальше, давайте искать ситуации дальше, и как только они появляются, я также включаюсь, и мы с вами пробуем их отрабатывать. Итак, следующая валютная пара — это австралиец-доллар. Давайте анализировать, что у нас происходит. Опять же, проведем для начала линии поддержки сопротивления. Мы с вами видим, тоже у нас тенденция цены заточена на повышение, но в данном случае у нас происходит поджатие к нижнему локальному уровню поддержки. То есть, если мы его протянем даже вот так вот немножко подальше, у нас вот эта вот зона, скажем так, зона поддержки. Далее, обратите внимание, зона сопротивления у нас находится приблизительно вот в этой точке. И если мы с вами в данном случае посмотрим, то у нас начинают обновляться минимумы уже в нижнюю сторону. То есть у нас происходит вот это поджатие нижнего треугольника. Я думаю, каждый из вас эту данную фигуру знает и, соответственно, ее когда-то на рынке видел. Итак, что мы с вами видим? Обратите внимание, вот она у нас опять же зона сопротивления, зона поддержки, прошу прощения. В данном случае вот импульсное движение цены на понижение. Далее небольшое коррекционное движение цены на повышение. Видим, тени свечей у нас находятся сверху, что указывает на движение вниз и на силу продавца в данном случае. Ну и соответственно как раз таки момент пробития. По индикаторам, опять же, обратите внимание, у нас есть вот эти два момента. То есть для того, чтобы войти в сделку, мне необходимо хотя бы, чтобы у нас было отображено хотя бы два таймфрейма в одну и ту же сторону. То есть в данном случае два таймфрейма у меня указывают на движение цены вниз. Единственный момент по М5, обратите внимание, по MACD у нас такой оранжевый цвет данного квадрата, что указывает на небольшое, скажем так, коррекционное движение. Но в любом случае мы с вами видим, да, то есть по тенденции у нас заточено движение цены на понижение. И также я в принципе даю сделочку на понижение. Давайте смотреть, что у нас в итоге происходит. Обратите внимание, по итогу я вот уже делаю скриншот и думаю, что вот у нас все, сделочка закрывается, скорее всего закрывается минусом. Но обратите внимание, что происходит в последние буквально секунды, да, то есть
буквально 1 секунда до закрытия данной сделки, и мы видим, какое у нас происходит импульсное движение цены на понижение, и в итоге мы все-таки забираем плюсовую ситуацию. Да, тут не без доли вероятности, не без доли удачи. Обратите внимание, у нас тут выход, скорее всего, новости какой-либо. Рынок слишком сильно импульсными пошел в движение по всем валютным парам. То есть обратите внимание, вот перетаскиваю просто несколько валютных пар. По ГБП доллару у нас поднимается ликвидность, просто бешено поднялась ликвидность. По евро-доллару у нас поднялась ликвидность. И по всем остальным валютным парам, то что указывает опять же на выход какой-либо новости, на импульсные движения и так далее. Но тем не менее по доллару швейцарскому франку я в данном случае увидел ситуацию. Давайте я ее для начала расскажу, что я здесь увидел. Смотрите, что я здесь в данном случае увидел. Обратите внимание, сейчас я вам покажу на все это более подробно на сайте TradingView, но тем не менее вот здесь я уже увижу зону поддержки. То есть у нас идет явная тенденция цены на понижение, очень длительный, скажем так, канал движения цены вниз. Мы видим, да, как у нас обновляются постоянно минимум и максимум, то есть коррекционное движение, импульс вниз, коррекционное движение, импульс вниз, коррекционное движение, импульс вниз, небольшая коррекция, опять же импульс вниз. И вот здесь у нас образуется как раз таки вот это самое флетовое накопление, то есть вот эта вот коробочка, и в данном случае выход из этой коробочки происходит вот в этом моменте. Обратите внимание, у нас образуется несколько паттернов. В этот же момент индикаторы у меня срабатывают на движение цены на повышение. Два таймфрейма у нас зеленые квадратики мы с вами видим, что опять же указывает на движение цены на повышение. Небольшой гэпчик цены, что также указывает по фигурам price action и так далее на движение цены на повышение. Небольшой гэпчик происходит как раз таки в данном моменте, и я принимаю решение на пробитие данной локальной зоны брать сделку на повышение времени экспирации на несколько минут. Вот обратите внимание, я вот как раз таки перешел на 30-минутный таймфрейм по доллару швейцарскому франку, и опять же проведем технический анализ. Смотрите, мы с вами видим в данном моменте у нас вот она зона поддержки по телу и тени свечи предыдущего момента. Максимальное накопление по горизонтальному объему мы видим вот в этой зоне, да, то есть давайте я более симпатично, скажем так, это все укажу. Вот в этой зоне у нас находится максимальное накопление. Обратите внимание на предыдущую свечу. Да? У нас ярко выраженный зеленый максимальный объем, что указывает на движение и, скорее всего, пробитие. Мы видим, какое у нас импульсное движение идет дальше. То есть, скорее всего, цена у нас подошла к зоне поддержки в данном случае. Мы видим, общая тенденция у нас заточена на повышение. И в данном моменте, обратите внимание, вот у нас происходит пробитие данной зоны, то есть после небольшого поджатия мы вышли с данной зоны, вот они, две хорошие зеленые импульсные свечи. Далее ретест с высокой тенью и дальнейшее движение цены на повышение. 30-минутный таймфрейм, это то есть несколько дней потребовалось цене, чтобы прийти обратно в эту зону, то есть у нас постепенно обновляли минимумы и максимумы, двигались вниз, и вот происходит то самое импульсное движение до уровня, где мы видим, что у нас скопление большого количества игроков, то есть в данном случае это большое количество скопления покупателей, которые не дают цене пробить движение вниз, у нас иссякают как раз таки продавцы, и мы видим вот в этой свече, что для того, чтобы откупить цену от данного уровня, покупателям потребовалось намного меньше сил, нежели продавцам, чтобы пройти движение. Вот обратите внимание, давайте опять же уберу все лишнее и покажу это более детально, более подробно, в данный момент как раз таки разберем. Оставим на графике только максимальный уровень объема и, соответственно, смотрим по данной свече. То есть вот именно по вот этой свече. Обратите внимание, смотрите, в предыдущем моменте, чтобы цене пойти вот это вот движение и попытаться пробить данный уровень, нам потребовалось вот такой вот объем. Да, мы с вами видим вертикальный проторгованный объем. То есть мы видим, соответственно, какое у нас происходит движение. Далее, для того, чтобы откупить цену от данного уровня, покупателям потребовалось намного меньше сил. То есть мы видим с вами, какой у нас появился объем следующий. Да? В этом же моменте мы видим свечу. То есть нам потребовался меньше объем для того, чтобы откупить цену от данного уровня. И, соответственно, что это может нам сказать? О чем это может нам сказать? О том, что в движении вверх, в движении вниз, точнее, у нас иссяклись все продавцы, которые были. То есть именно вот в этом движении у нас не осталось продавцов после вот этого движения. То есть все продавцы, которые могли продать данную цену, уже продали этот актив, и у них не осталось сил, не осталось, проще говоря, денег, чтобы дальше продавливать цену. Мы видим, какое у нас происходит движение при минимальном объеме в обратную сторону. Дальше мы видим как раз таки выход. Второй фактор — это выход новости, и какое движение у нас при минимальном объеме уже опять же идет в движении цены на повышение. То есть у нас происходит импульсное движение, минимальный объем.
Буквально за минуту мы проходим вот это вот импульсное движение, грубо говоря, что указывает, опять же, на тот момент, что нас будут толкать дальше на повышение. Ну и, соответственно, я даю сигнал по данной сделке, по данному активу, и давайте смотреть, что у нас будет происходить. По итогу, обратите внимание, мы забираем импульсное движение, забираем еще один плюс в нашу копилку, и на этом я решаю остановить нашу торговую сессию. Мы забрали 4 плюса в закрытой группе, заработали довольно неплохо, но так как вышли новости, я думаю, не стоит продолжать торговлю, когда как раз таки выходят новости. Это опасно, тем более пятница, 17:00 уже закрытие рынка, уже смена сессий, соответственно, я не думаю, не стоит рисковать, и на достигнутом результате стоит остановиться. По итогу за неделю я заработал при торговле в закрытой группе ровно 16 тысяч к своему депозиту, то есть изначальный мой депозит 10 тысяч рублей, я уже делал вывод, давайте покажу вам сейчас все это более подробно. Также обратите внимание на мой аккаунт, то есть вот обратите внимание, ID 186. На моем канале присутствует видеоролик по Quotex, где я записывал его около 3,5 месяцев назад, где я только пришел к данному брокеру и пробовал на нем работать. И, соответственно, обратите внимание, это все тот же аккаунт, это все тот же старый аккаунт, я пользуюсь именно одним аккаунтом. И вот все мои пополнения и выплаты. То есть обратите внимание, первое пополнение 22.09.20. Это получается ровно год я уже пользуюсь данным аккаунтом. Обратите внимание, вот оно, мое первое пополнение на 10 долларов, далее вывод на 16 долларов, далее, то есть я здесь еще тестирую данного брокера. Мое более крупное пополнение, это вот 500 долларов с Payeer кошелька, и, соответственно, уже вывод на Kiwi кошелек, где я вывожу 387, 600 евро, в данном случае 600 евро это 50 тысяч рублей, то есть вывел я, далее 700 долларов, дальше я опять же пополняю с биткоин кошелька, дабы зафиксировать свой уже биткоин кошелек на 600 евро, вывожу 3500 долларов на AdCash, опять же обратите внимание, то есть вот все мои выводы и пополнения, и последняя выплата как раз таки на 42 тысячи рублей, когда я разогнал депозит до 50 тысяч рублей за 2 недели и оставил на балансе 10 тысяч рублей. И вот сейчас мой депозит составляет 26 тысяч рублей. Ровно за неделю мне удалось заработать данный депозит, и, соответственно, я также буду сегодня фиксироваться, также буду делать вывод. Ну а на этом данный видеоролик заканчивается. Еще раз повторюсь, если вы хотите торговать вместе со мной и моей командой, обратите внимание, у меня доступен даже Payeer кошелек на данный момент к выводу. Если вы хотите торговать вместе со мной и моей командой, то обязательно пишите мне в открытую группу ВКонтакте, либо в личные сообщения в Телеграме. Хочу учиться, я вас обязательно добавлю. Также повторюсь, у кого есть аккаунты на таких брокерах, как AlimTrade, либо Binarium, где вы сливали депозит, либо если у вас аккаунт уже давно, вы им пользовались очень давно, и он у вас еще остался, он полностью должен быть верифицирован, то присылайте мне в открытую группу, также в личные сообщения в Телеграме, либо Binarium, либо AlimTrade, и мы вам поможем вернуть ваши слитые деньги, при этом еще заработать. Если же у вас просто старый аккаунт, где вы пополнялись там условно несколько раз, вы также можете заработать и вывести довольно неплохие деньги. Ну а на этом все. Всем огромное спасибо за просмотр. Ну а с вами был Роман, и всем